Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня у нас будет взрослый непростой разговор про отношения, а в частности про непосредственный контакт между двумя людьми. Я начну немного издалека, а потом вы поймете, почему было именно такое вступление. Я часто встречаю в публикациях и в литературе по психологии моменты, проблемы в личности, которые оправдываются прошлым. То есть они объясняются с помощью событий, которые были давным-давно. Ну, например, человек говорит: я прочитал в такой-то книге или в таком-то посте, в такой-то статье о том, что моя невозможность сейчас быть в отношениях счастливых, долгосрочных из-за того, что родители не додали мне любви, не научили меня быть в таких отношениях. И человек этим объяснением успокаивается. То есть он понимает, что у него внутри есть некоторая проблема. Я, как всегда, использую клетки для того, чтобы они помогали нам создавать визуальные образы внутреннего мира. Итак, личность как какой-то объем, как субъект, и эта клетка это символизирует, и у него есть проблема. Эта проблема будет обозначена вот этой черной коробкой. Это его невозможность быть в долгосрочных и счастливых отношениях. И вместо того, чтобы разобраться, что в его конфигурации личности не дает ему эту возможность, он находит себе объяснение, оправдание. То есть он множество проблем упаковывает в одну черную коробку как объяснение, и оно же оправдание. И таким образом человек избавляется от плохости, то есть ответственность с него снимается, он меньше испытывает аутоагрессии, ненависти к себе, у него меньше претензий к себе, но его проблема не решается. То есть у него выход какой? Научиться жить в одиночестве, компенсировать это как-то. И с помощью родителей, с помощью этого объяснения он эту темную проблему делает светлой проблемой. То есть у меня есть проблема, она заполняет большой объем моего внутреннего мира, но это не моя вина и это не моя плохость. Полностью оправдан. И повторюсь, так можно делать, но у человека не меняется ни объем личности, ни самоличность. То есть он учится жить с этой тяжестью, с этой проблемой. И вот эта манера оправдывать себя, находить оправдательные конструкции, она только избавляет от плохости, но перекрывает нашу трансформацию, нашу эволюцию. И эта манера оправдывать, она вынужденная. Как я говорила чуть выше, если нету оправдания, то последует обвинение с ненавистью, претензией и аутоагрессией. То есть человек себя чувствует виноватым в том, что он не может создать отношения. Он чувствует себя неправильным, плохим и так далее. И я понимаю, что на каком-то этапе знакомства с внутренним миром оправдать, объяснить прошлым – это хоть какое-то облегчение, хоть чуть-чуть счастья добавится, хоть чуть-чуть меньше претензий будет к себе. Сейчас мы с вами разберем это в диалоге двух людей. Как привычка оправдывать и обвинять полностью прикрывает возможность понять, что происходит. Возьмем маленький пример. Итак, у мужа какой-то проект, тяжелый проект, который забирает у него множество времени, он меньше бывает дома, и вот он возвращается в какой-то из дней после него и говорит: «Боже, как я устал, я полностью вымотан». И эта фраза, она обращена, допустим, к супруге. И супруга ему на это отвечает: «Знаешь, я тоже каждый день так устаю. Нет никаких сил. Не один ты устаешь». И после этой фразы муж закрывается и прекращает контакт, прекращает общение.
И между супругами возникает пространство отчуждения. Вот вы смотрели, я думаю, прошлый пятничный ролик, где мы говорили про свой-чужой. И в этом отчуждении они начинают ощущать дискомфорт. То есть у каждого из них внутри появилась та самая плохость, вот эта черная коробочка. И с этой коробочкой, с этой плохостью некомфортно, и человек пытается себе как-то это объяснить. И по привычке человек будет всегда оправдывать себя для того, чтобы не атаковать себя. То есть что может, например, жена на это подумать для того, чтобы себя отбелить? Она ведет такой внутренний диалог. Ну, он высказал, и я высказала. А что я не так сделала? У него есть право говорить про свои проблемы. А я что, не могу сказать, что я тоже устала? Есть такое модное слово, я себе так размещаю ВКонтакте. Мне тоже важно было поделиться своей усталостью. А что он думает, что он один устает? Он что, вот этим «я устал» хотел сказать, что я не устаю? Что он много работает, а я что ли не работаю? Нет, он так обиделся. Я должна была говорить только про его усталость. А про свою что? Молчать? Мне надоело жертвовать собой. У меня тоже есть свои потребности. Я тоже хочу говорить про то, как мне тяжело, и чтобы меня выслушали. И таким образом тот дискомфорт, та чернота, та плохость, которая появилась в этом контакте, она была себе полностью объяснена, и женщина может потом даже простить мужа за то, что он так себя повел, потерпеть его недостатки, снисходительно отнестись к его проблемам, понять, что было бы неплохо поработать с психологом, но я сама же работаю с психологом, и поэтому я могу больше выносить. И на этом эта ситуация для нее будет закрыта. И, как вы видите, эти клетки, которые я взяла, с хорошестью почему-то клеточка меньше, а с плохостью почему-то больше. Это не просто так. Потому что, когда мы находим оправдание, объяснение с оправданием, то у нас не появляется возможности вырасти, пройти трансформацию, эволюционировать, измениться, что-то понять. То есть, когда у нас появляется плохость, она наш потенциал для развития. И я знаю, что часто говорят, надо искать в себе что-то положительное, хорошее, развиваться из своих достоинств, из своих сильных сторон. Но давайте попробуем посмотреть, а можно ли развиваться из плохости? Можно ли эту черноту, переработав, вырасти и трансформироваться? Сейчас я побуду этой женой, обладая все теми знаниями, которыми я обладаю. Итак, муж мне говорит, я так устала сегодня. И в этот момент я, как психоаналитик, начинаю отслеживать запуск у себя множества процессов. Первый процесс – это то, что человек более уставший, как будто требует определенного отношения к себе, и я могу воспринять это как предложение мне сейчас пожертвовать собой ради его усталости. Но я понимаю, что это моя реакция в конкуренции за это пространство, в котором я, как обладающий аспектами зверя, стремлюсь быть в позиции лучше, главнее, значимее, и человек, сообщающий о своей усталости, как будто становится главнее и значимее, чем не уставший человек. И поэтому я буду ощущать свой внутренний порыв мгновенно стать выше за счет фразы «я тоже так устала, не один ты устаешь». То есть я почувствовала понижение своих акций,
И для того, чтобы восполнить свою ценность, я сообщаю о тоже своей усталости и таким образом становлюсь над его усталостью. Я восстанавливаю баланс лучшести. Не равности, а лучшести. Муж в этот момент может почувствовать себя отвергнутым, невыслушанным, тем, чьи проблемы другому не важны. Он будет понимать, что ему каким-то образом закрыли рот, он может не осознавать это, но он ощутит клубящуюся внутри черноту, то есть ему неприятно, дискомфортно. И он выйдет из контакта, потому что у него нет сил выдерживать и выяснять это, и он просто его прервет для того, чтобы не перегружать и так уставшую психику. И если это женщина, я, обладающая этими знаниями, то я не буду искать себе оправдания, а я буду находиться в поиске понимания, что уже произошло. И я отслежу эту тенденцию, желание стать лучше, и я пойму, что в данной ситуации это было неуместно. Ну, как неуместно? У этого есть последствия. Если я хочу теплых отношений, понимания, то такая манера поведения не подходит. Если я хочу быть в психоэмоциональной связи со своим супругом, то такие ответы не способствуют ее укреплению, а напротив, приводят к разрыву. Итак, если я не ищу оправдания, не говорю, что у него больное самолюбие, он не хочет послушать про меня, же про него послушала, это оправдание моему поведению. Или же родители никогда меня не выслушивали, вот он не хочет выслушать. Он про свою усталость говорит, а мне как будто рот закрыли. Это все оправдание, это все обеление той плохости, которая у меня появилась. Если же я вышла из оправдательно-обвинительных конструктов и вошла в понимание, где мне важно понять для себя будущий, для своих будущих отношений, для того, чтобы вырасти, то я пойму, что я неуместно прореагировала. Для того, чтобы мне понять свою неуместность, мне надо стать эмпатичной. То есть мне надо стать той, которая пришла уставшая, которая много вложила сил и которая говорит: «Боже, я так устала. Что бы я хотела, чтобы мне сказали на это?» Ну точно не я тоже устал. Я бы хотела какого-то сожаления, жаления, сочувствия, ну, каких-то слов по типу: ну, я вот с тобой, давай тебе чем-то помогу, раз ты уставшая, давай тебе ужин приготовлю или подам, давай наберу тебе ванную. То есть я бы хотела заботы, я бы хотела облегчения своего состояния. Или же я бы хотела, чтобы мне сказали: ну как все прошло, что ты за сегодня сделала, что ты не успела сделать, ты довольна тем, что ты сделала, и так далее. И, несомненно, здесь нет инструкции, как именно правильно надо было ответить. Это все зависит от того, кем является мой муж. То есть, что бы он хотел сейчас услышать. И в этот момент контакта я, несомненно, как будто жертвую своими интересами, но это жертвование появляется только тогда, когда я считаю, что я должна быть главнее. То есть, видите, если я не хочу мгновенно заскочить в лучшесть и
в доминировании в этом контакте, то у меня нет ощущения жертвования. У меня есть эмпатия к близкому человеку. И, к сожалению, психология зачастую развивает именно эгоизм и разрешение на делание того, что я хочу, без осмысления последствий, к которым такое поведение приводит. И да, я имею право сказать про свою усталость, несомненно, но это был неуместный момент. Я, как в сказке, как Баба-Яга, могла бы накормить, напоить, баньку истопить, а потом и спрашивать, а потом рассказывать про себя. То есть в этот момент человек нуждается в поддержке. Я могла бы ему ее дать, а потом рассказать про свой день. И когда я все это осознаю, я эту плохость, которая у меня организовалась, не обеляю, а анализирую. И тогда у меня появляется возможность изменить мое будущее, изменить этот контакт и наладить эту психоэмоциональную теплую связь с другим. Еще один небольшой пример. Давайте представим, что жена пошла в гости, а муж вернулся с работы пораньше и пишет СМС: «Где ты?» Она ему отвечает: «Я в гостях». Он говорит, пишет ей: «Почему ты мне не сказала про это?» Это же начинает набирать ее, пытаться выяснить по телефону: «Так а что ты мне, а где ты вообще?» И она говорит: «Я потом объясню, я сейчас занята». И вот она приходит домой, и организовывается скандал, потому что он может обидеться, с ней не разговаривать и высказать претензии потом, а может и сразу начать высказывать. Что это ты мне не хотела со мной говорить, я тебе звоню, а ты со мной не можешь поговорить, объяснить все. Она говорит: «Мне было неудобно, рядом были девочки, мне надо было выходить, я знала, что я приду домой, все расскажу». Видите, она оправдывается. «А что я такого сделала? Ты сам сказал, что задержишься на работе. И я подумала, зачем мне тебе говорить? Ты все равно задержишься, а я бы уже к этому времени пришла». Это все оправдание, и в этом оправдании есть попытка обелить ту черноту, которая у нее создалась, у этой женщины, после претензий мужа. И мы можем так скандалить, давайте я побуду женой в этом контакте тоже, мы можем так скандалить, выяснять, он мне будет претензии, я буду оправдываться, и даже потом ему начну предъявлять претензии, говорить, что ты тоже мне вот тогда и тогда не сказал, 5 лет, 3 и так далее назад. Но если я обладаю знаниями, пониманием, то эта претензия мужа, она многогранная. Потому что если муж в таком тоне со мной разговаривает, значит, наши отношения выстроены определенным образом. Почему он говорит со мной как со своей собственностью, у которой нет права самостоятельно принимать решения? И этот вопрос сложно себе задать, потому что может открыться пространство, наполненное и другими проблемами в этих отношениях. Поэтому мне даже проще будет пережить этот скандал, поругаться, отбелить себя и продолжать так же жить. Но неразрешенные проблемы имеют тенденцию повторяться. Я должна понимать, что это будет повторяться. Ну вот я решила разобраться, я решила докопаться. Я понимаю, что я долгое время, например, была в декрете, и муж, который обеспечивает меня, содержит меня, воспринимает меня как часть своей жизни. Не как самостоятельную единицу, а как часть его пространства.
не как субъект, а как объект, находящийся в поле его заботы, в поле его опеки. И если разговор не помогает, если я иду на честный разговор и говорю, что ты со мной обращаешься как с собственностью. Да, я тебе не сказала, но тон, с которым ты у меня это выясняешь, поднимает у меня воспоминания, когда я была ребенком, меня точно так же отчитывал папа или мама. Ну, мы с тобой взрослые люди, давай как-то менять формат. И если муж на это не реагирует, это говорит о том, что я, попав в материальную зависимость, попала и в положение ребенка, который теперь обязан отчитываться перед взрослым. То есть эта ситуация может быть разрешима через разговор, через объяснение, что давай менять тон, давай как-то по-другому выстраивать отношения. Или же через приобретение самостоятельности. То есть муж как будто меня может воспринять как субъект, имеющий право на принятие решений, только если я буду от него, допустим, материально независим. Ну, как вы понимаете, в жизни иногда материальная независимость не имеет никакого значения. У человека могут так сложиться отношения с супругом или супругой, что они входят в состояние «ты мой, а я твоя». И ты мне обязана отчитываться, а я тебе не обязана. Это может исторически сложившимся быть. Например, женщина может зарабатывать, муж не зарабатывает, но он все равно будет ей закатывать скандалы где-то и с кем было. То есть, конечно, здесь материальное не важное, не главное, не основное. Но я вам это показала как пример, когда я не пытаюсь оправдать себя, не пытаюсь в диалоге оправдывать себя, обелять себя, а я в диалоге пытаюсь постигнуть суть, почему вообще такой разговор в таком тоне стал со мной возможен. Как я веду себя в этих отношениях, что со мной говорят таким тоном. И здесь не про обвинение или оправдание. Здесь не про «ты сама виновата, что с тобой говорят в таком тоне». Потому что если я буду мыслить так, то это будет оправдание, но только наоборот. То есть я останусь той же маленькой клеточкой, без возможности роста. Я не разбираю проблем, я просто их упаковываю в какую-то оправдательную, псевдообъяснительную конструкцию и живу так дальше. И я должна понять, что так будет повторяться все время. То есть из первого примера, когда муж может объяснить жене, например, я побуду мужем со своими знаниями, и я ему скажу, смотри, я пришла уставшим, и я хотел бы в этот момент поддержки, потому что я пришел в семью к родному человеку, и я бы послушал про то, что ты устала, ну, хотя бы чуть-чуть позже. Было достаточно 15 секунд, чтобы ты мне сказала, что какие у тебя сегодня события были. Я вижу, что ты, да, устала, ты стараешься. И так далее, и так далее. То есть я могла бы подобрать ты могла бы подобрать какие-то слова, поддержать меня, а потом бы через 20 секунд рассказала про себя, и я бы тебя послушала. Постарайся не реагировать на то, когда я говорю что-то тебе про себя, а реагировать сразу, а вот у меня. То есть этим у меня ты отбиваешь охоту с тобой делиться. Но видите, здесь мужу тоже надо быть достаточно умным, чтобы мочь это все разъяснить. Как я всегда говорю, ответственность на том, кто умнее. И отношения между двумя людьми – это всегда сложный процесс, но первое, что нам надо с вами постараться сделать, это уйти из оправдательно-обвинительных конструкций для того, чтобы решить свои проблемы в отношениях. Ну, а подробнее про отношения мы поговорим на школе отношений, которая начнется в начале декабря. Будет 2 лекции, и мы будем с вами там практиковать, как говорить наравне, как не оправдываться, как не обвинять, а вести конструктивный диалог. Ну, а
в комментариях, и я вас попрошу взять маленькую-маленькую ситуацию из своей жизни и попробовать ее рассмотреть не с точки зрения, кто был прав, кто виноват, а почему она стала возможной. Таким образом, мы будем учиться друг у друга. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь, если вам было интересно, а я с вами прощаюсь. До встречи.